Привет, дорогие друзья! Все мы, конечно же, с огромным вниманием следили за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Реально все мы, вне зависимости от того, где мы живем и какие у нас предпочтения. Почему? Потому что происходящее на Ближнем Востоке, конечно же, отображается на жизни обычных людей. Несмотря на то, что сейчас в Европе пытаются, вообще на Западе пытаются создать, стадо, которое будет просто поглощать гамбургеры и во все верить этой Еврокомиссии какой-нибудь, да. Тем не менее, осталось еще очень много тех, кто задумывается, и поэтому они начинают задумываться, что подорожание энергоносителей тянет за собой подорожание буквально всего. То есть они начинают понимать, что это оттуда ноги растут. Самое ужасающее вот то, что происходит, самое ужасающее, наверное, для Киева. Потому что у Зеленского крайне недовольны тем, что происходит. Не потому, что там люди страдают, а потому, что это переключает фокус внимания. И для того, чтобы переключить этот фокус внимания назад, явно недостаточно разрушения НПЗ в Кременчуге. Зеленский еще только после начала войны в секторе Газа выражал уже недовольство, что его забывают, и белыми нитками втупую пытался связать нападение на израильтян с российской войной против Украины. Говорил, зло везде одинаковое. Почему он так говорил? Потому что, вы знаете, это как у того психиатра. Показывают картинки, говорит, что вы здесь видите секс, говорит, а вот это, тоже говорит секс и так далее. Это я когда пишу статус, украинец, пишу про украинскую коррупцию, украинец, проживающий 100 лет в Европе и так далее, да, а мне приходит какой-то чмо, обязательно пишет, а еще там Путин. Да мне все равно, что Путин. Им, мне кажется, нарисую на стене, они скажут, это Путин, скажут. Короче, он тогда еще нажил себе немало врагов, Зеленский, потому что намекнул на то, что палестинцы сами виноваты, то, что с ними происходит. Смотрите, дорогие друзья, тут два полюса. Очень много людей за Израиль, очень много людей за Палестину. Здесь надо вообще аккуратнее выражать свое мнение, выбирать выражения. Это же дебилоид. Сейчас новая война наложила вето на западные планы, гениальные планы по снижению ценового потолка на российскую нефть. Потому что если они сейчас на самом деле снизят этот потолок, то цены просто взлетят на мировом рынке. И таким образом Россия, скорее всего, заработает. Она в любом случае, скорее всего, на этом всем заработает. А вот импортеры, которые на своей спине тянут Зеленского и всех остальных, и которые поддерживают Киев, они полиняют хорошо. Им не впервой. Даже если Зеленский злорадствует, как Израиль при поддержке западной коалиции наносит удары по союзнику РФ, но сейчас он неожиданно для себя обнаружил не очень удобную параллель, а именно удары по атомной энергетике больше не табу, да и вообще по инфраструктуре. И власти уже заявляют, что очень скоро ждет подобная участь и Украину. Поэтому необходимо запасаться, солью и спичками. Стороны на Ближнем Востоке продолжают обмениваться ударами. Они пытаются разрушить все, что не успели разрушить раньше. Израиль атакует ракетные установки, здания и лиц, имеющих отношение к силовым структурам, в том числе корпусу стражи исламской революции, бомбят ядерные объекты, убивают ученых-физиков, подземный комплекс по обогащению урана в Нетензе, похоже, поврежден все-таки, фиксируется утечка радиации, уже дожили. В Фордо, где расположен еще один обогащающий завод, от прилетов случилось землетрясение магнитудой 2,5. Это очень серьезно, друзья. Утечки радиации с ядерных объектов – это уже очень хреново. Надо понимать, что израильский аналог украинской паутины, хотя, я думаю, было наоборот. И такие российские службы теперь должны покоситься, на израильтян, потому что уже видно, кто консультировал Киев. Я думаю, что уже это заметно. Но она оказалась более масштабной у израильтян. То есть они-то не уничтожили аэродром стратегической авиации, потому что их нет, да? Но в глубоком тылу Ирана действует целый ряд диверсионных групп моссадовских. Они атакуют что могут, включая даже водопроводы Тегерана, стремятся посеять хаос, миграцию из крупных городов. В ходе облав иранских силовиков был задержан ряд агентов, которые собирали дроны и готовили запускать их с грузовых автомобилей. Иранское руководство, тем не менее, в отчаяние не впало, не взяло в пример с какого-нибудь Асада и никуда не торопится, несмотря на
вбросы. Они решили показать силу. И на самом деле это немножко не то, мне кажется, что ожидал Израиль. Потому что иранский ответ полетел очень мощный. Они показали, что в силу могут играть и двое. История о том, что была выведена из строя путем хакерской атаки система израильского ПВО, это, мне кажется, такой же вброс, как и готовящееся к бегству в Россию иранское руководство. При этом камера четко зафиксировала момент, когда ракета возвращается домой и поражает свой собственный ЗРК. Что это было? Скорее всего, минус одна передовая установка ХЕЦ-3. В Хайфе пожары на электростанции НПЗ. Были удары по военным и правительственным объектам. Зацепило даже посольство США в Тель-Авиве. Тут нужно внести ясность. Да, Иран поставил себе целью уничтожения государства Израиль. Они этого не скрывают, они действуют целенаправленно и все. И они за многие годы окружали поясом ненависти Израиль. Потом этот пояс немножко порвался в нескольких местах, там, к примеру, в результате ответных действий израильтян, проиранский режим пал, как в Сирии, и дружественные АТЛ прокси понесли тяжелые потери, как в Ливане, Палестине, в Йемене и в Ираке их влияние ослабло. Израильтяне действуют. И там, где даже не видно, что это действуют израильтяне, скорее всего, вот таким вот образом некоторые бородачи, которые свергают там определенные правительства, вполне возможно сидят на подсосе у тех же израильтян. Но почему в мире так много тех, кто поддерживает Иран? Потому что не все верят в то, что Иран вообще хотел произвести или хочет произвести ядерное оружие. Некоторые говорят, Иран хочет произвести это ядерное оружие не для того, чтобы наконец-то поставить точку в существовании государства Израиль. Но если Иран хочет уничтожить Израиль, то логично, что он создает ядерное оружие для того, чтобы жахнуть по Израилю. А для того, мол, чтобы был паритет. Потому что Израиль и без ядерного оружия очень мощный. Но многие полагают, что давным-давно у Израиля есть это ядерное оружие. Другое дело, что оно находится в руках осознанных. То есть я, к примеру, не в восторге от того, что разработанное Ираном ядерное оружие может попасть, к примеру, к хуситам. Это ребята веселые, могут так развеселить весь мир, что всему будет трындец. Это лично мое мнение. Но много сообществ, людей, целых государств в мире считают, что Иран или не разрабатывает ядерное оружие, а просто у него есть ядерная программа для того, чтобы атомные электростанции были, еще там что-то, да. Или же, что Иран имеет на это право, потому что у Израиля такое оружие есть, а у Ирана нет. В обоих этих случаях недовольство соседей вполне предсказуемо, потому что если Иран делает то, что делают другие, если он вообще мирный атом разрабатывает и так дальше, то какое имеет право Израиль в одностороннем порядке по своему собственному решению наносить превентивный удар по суверенному государству, пускай и враждебно настроенному. И чем в таком случае, убивая при этом не только, надо заметить, террористов, людей, которые угрожают государству Израиль, но и сопутствующие потери, находящиеся рядом дети, женщины и так далее. И чем это отличается, господа, от того, что сделала Российская Федерация? Потому что в своем частном телеграм-канале я привел заявление Нетаньяху, по-моему, и там просто переставил слова, заменил Израиль на Россию. И получилось такое обращение, вот мы просто хотим, чтобы Россия продолжала существовать и так далее. Вот здесь вот угроза, не дай бог у них появится ядерное оружие и так далее, да. И вот так вот читаешь это и думаешь, и думаешь разное. А мы же помним, что феерический дебил Зеленский публично намекнул на возможное восстановление ядерного статуса. И все произошло как раз таки после этого. Точность прилетов по спальням, где спали люди, которых Израиль считает своими врагами, впечатляет. Это не за недельку они разведали. Это долгое время велась разведка за людьми, за теми же физиками. И кто еще находится под колпаком у Израиля, и как долго они наблюдают. Тут еще такая история. Готов ли израильский народ платить такую цену за то, чтобы сохранить у власти Нетаньяху? Для начала все было клево, были разрушения Ирана, но потом счет жертв уже в Израиле пошел на десятки. В том числе погибли дети, граждане Украины, наши люди все везде. Как говорят опрошенные
CNN-эксперты в стране не очень ожидали, что Иран сможет перегруппироваться, и ответка будет такой болезненной. Здесь тоже можно провести некоторые аналогии, когда ты привыкаешь, что летит в ту страну, а потом прилетает к тебе. Когда ты на Курщине зажигаешь возле Пятерочки, а потом оказывается, что то же самое приходит на Сумщину через те же ворота. Нетаньяху обещает соотечественникам кровь, пот и слезы, но так надо, потому что борьба с Ираном экзистенциальная. При этом сказал, что он мысленно с иранским народом, который якобы в основной своей массе против режима Аятолл. Хотя Нетаньяху отрицает слухи, будто хотел убить духовного лидера Хаминеи и остановил его от этой затеи Трамп. Они уже это опровергли. Я должен со своей стороны заметить, что несмотря на то, что я крайне поддерживаю население государства Израиль, и со многими у меня прекрасные отношения, и со многими даже не просто рядовыми гражданами, да, но и там с определенными людьми уже при должностях. Тем не менее, честно скажу, что Израиль и его союзники являются настоящими новаторами в сфере переселения целого народа из мест компактного проживания, к примеру, о ликвидации политического руководства чужой страны. Это стало таким обыденным, как обсуждение спортивных матчей. Ну и плюс вот это вот сакраментальное «мы не воюем с целым народом», которое уже ранее тоже где-то звучало, было опровергнуто министром обороны Кацем, который сказал, что жители Тегерана заплатят за то, что делает Иран. Втянуться в это месиво могут и другие страны, причем не только на стороне Израиля. Сообщают, что Пакистан оказывает иранцам поддержку, а у Пакистана, между прочим, ядерка уже есть. Интерес Пакистана очевиден, потому что Израиль – друг Индии, а Индия – враг Пакистана. Кроме того, они понимают, что если в Иране что-то случится, революция гидности, то страна де-факто развалится, наверняка поднимут голову сепаратисты Белуджи, которые грезят созданием собственного государства. Если гипотетическое восстание перекинется на Пакистан, оно затронет где-то до 2/3 его территории. Раз уж зашла речь об индо-пакистанском конфликте, так Трамп уже заявил в соцсетях, что его опыт супер-пупер договорщика, я здесь как бы уже, мне кажется, уже где смеяться, да, может быть задействован в этом конфликте. Потому что он уже остановил большую войну на Индостане, так что может помочь избежать масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Методология у него спорная, потому что он опять сказал, что иногда странам надо сначала подраться, прежде чем о чем-то договориться. И российско-украинская война в его дипломатических победах что-то как-то не очень отсвечивает. Но когда выйдет этот материал, уже может состояться встреча американского и украинского дебилоида на полях саммита Большой Семерки. Но здесь очень интересно, что мы так полагаем, а нахрена, во-первых, нахрена Зеленский там нужен, он что, представитель страны Большой Семерки или что? А во-вторых, о чем Трампу с ним договариваться? Но по имеющейся у нас информации, Трамп может его прогнуть на некий шаг доброй воли для того, чтобы разрядить обстановку. Хотя тут надо заметить, что развал сделки был с Ираном в 2018 году, как раз при Трампе. И трудно скрываемая предвзятость есть, потому что он солидарен с Израилем, а не с Палестиной. Оживился французский президент Макрон, который искренне негодует из-за того, что Трамп увидел возможного посредника в Путине. Говорит, у ведущей войну России для этого отсутствует авторитет. Про авторитет Макрон знает буквально все, потому что именно он из последнего получил по лицу от жены на Ближнем Востоке. Правда, потом сказал, что это мы просто так играемся. Ути-пути. Можно подумать, что Эрдоган – это лидер с безупречной репутацией. Кого страны хотят видеть в качестве медиаторов – это их личное дело. Но я лично замечу, что Путин в первый же день операции провел переговоры с обоими лидерами. И Макрон дозвонился в Тегеран только в субботу, требуя от президента не трогать французский бизнес в регионе, не допустить эскалации. А я тут не уловил, это Иран первый начал или что? У Макрона свой мир. Мне кажется, пытается к любой теме присосаться. Главное, чтобы не внутряк решать. В целом Иран шлет двоякие сигналы, мол, типа башни договориться не могут, то они вышли из переговоров, то понесли потери и сказали, что готовы вернуться к переговорам. Планы по созданию ядерного оружия отсутствуют. Никто не собирается выходить из договора о нераспространении.
И это, кстати, ставит опять под сомнение обоснованность израильской превентивной атаки. Превентивной, подчеркну. То есть они посчитали, что это угроза, и потому что они так посчитали, они напали. Конечно же, если зеркалить ситуацию там, с некоторыми другими, то Евросоюз должен был взорваться санкциями. Но нет. Вести переговоры Иран не начнет, пока не прекратятся удары по его территории. Это, кстати, что-то напоминает. Да? Также, хотя он готов официально отказаться от ядерного оружия, в качестве компромисса не рассматривается полный отказ от собственной ядерной программы с переходом на импортный уран. И о капитуляции как таковой речи также не идет. Более того, Иран готов наносить удары Израилю и бить в ответ, пока Израиль будет бить по Ирану. Я же говорю, у меня иногда создается впечатление, несмотря на то, что там есть башня воинственная, а есть такая башня, которой уже в принципе они готовы. Но мне кажется, Израиль не был готов к тому, что вот башня, которая воинственная, что она все-таки заткнет рот той, которая готова была. И мне кажется, Израиль не был готов к таким жестким ответам. В силах обороны Израиля уже заявили, что завершили серию ударов, которые планировали наносить неделями. Это пока что не ясно, путь ли это, шаг ли это к деэскалации, или они будут продолжать драться. И здесь у каждого есть желание показать своему населению, что смотрите, я не пальцем делан, и я отвечу. Будем мстить и одним, и другим. И Нетаньяху, далеко не все любят в Израиле, да? А он сейчас использует эту ситуацию для того, чтобы показать крепкий кулак. И мне кажется, тут такая опасная для израильтян обычных ситуация, когда Нетаньяху-то, в общем-то, тоже не очень готов прекратить это. Для Украины прогноз прежний. Чем больше движухи на Ближнем Востоке, тем меньше возможности продолжения американской помощи в прежних объемах. А шансы и раньше были никакие, соответственно, тем больше придется выложить из кармана европейским партнерам. А в условиях высоких цен на нефть, которые постепенно ползут к отметке $80 за баррель, это сложновато. Похожие процессы происходят и на европейском рынке газа. В общем, скорее всего, придется платить за это все в немалой степени и самим украинцам. Как это сделать? Это очень просто. Поднять налоги, да и все. Налог на воздух, а ты что, не хочешь платить? Так может ты российский агент. И в таком плане. Да продолжаем наблюдать. Мне очень будет интересно посмотреть, что будет на Большой Семерке. Потому что, конечно, у Зеленского покажут, что мы с братом обнялись там и все такое. Но мне кажется, что Трамп его прогнет. Трамп его ненавидит всей душой. Даже несмотря на то, что посылает иногда сигналы, что Зеленский хороший парень. Не, он для него не хороший парень. Он для него слегка припарен. Наблюдаем дальше. Пока.